Всем привет! Сегодня мы говорим о криминальных трендах октября и автобезопасности. В этом выпуске. Суд постановил установщикам противоугонных систем выплатить компенсацию автовладельца после угона. Войдет ли это в стандартную практику законодательства? В России начали массово раздевать автомобили. С чем это связано? Новый и широко распространившийся метод мошенничества – замок на колесе. Что делать, если вы с этим столкнулись? Новые методы противоугонной защиты Toyota Lexus, логика защиты от ретрансляции и маркировка деталей кузова. Октябрь. Почему именно в этом месяце МВД предвещает всплеск угонов? Неприятным сюрпризом для автовладельцев становится момент нахождения своего автомобиля в раздетом состоянии. И если раньше это были снятые колеса, зеркала или фары, то сегодняшний опыт показывает, что злоумышленники на этом не останавливаются и идут дальше. По заявлениям правоохранительных органов, в случае подобного раздевания машин фиксируется все чаще и больше, причем по всей территории России. Вот город Ростов-на-Дону. Мою машину отработали, как и многие другие. Уже счет идет, не знаю, на десятки, наверное. Вот номер валяется. Сняли капот, бампер, фары. Наиболее часто подвержены риски автомобили, имеющие только заводскую сигнализацию, которая не имеет в составе датчика удара, и хранящиеся в плохо охраняемых местах на длительных парковках, в основном ночных. Некоторые случаи раздевания автомобиля зафиксированы на камеру наблюдения. На удивление, причиной тому служили бездомные собаки. Но это исключение из правил. В основном похищенные детали используются в качестве донорских и уходят на разборку для последующей перепродажи. Выручка преступника с одного раздетого автомобиля составляет до 200 тысяч рублей. Пару лет назад мы проводили один необычный тест, в котором показывали устойчивость на взлом дверных блокираторов. Многие комментаторы писали, зачем и кто так будет делать. Не проще ли разбить стекло? Вот как раз для таких случаев и требуется эта защита. В частности, электромеханические блокираторы дверей и капота востребованы для автомобиля, хранящегося в неблагополучном месте. Еще одним неприятным и достаточно сильно набравшим обороты вариантом мошенничества стало обнаружение замка, закрепленного на колесном диске, вместе с запиской и текстом, предлагающим оплатить за информацию о нахождении ключа или шифре замка. Итак, вы приходите с утра, обнаруживаете свой автомобиль с висящим замком на колесном диске. Под дворником лежащая записка. У вас, конечно же, нет времени, вам срочно надо куда-то ехать. Итак, что же делать в таких обстоятельствах? Ну, во-первых, я предлагаю не оплачивать деньги мошенникам, а внимательно подумать и решить выйти самостоятельно из этой ситуации. Мы смоделировали ситуацию с двумя автомобилями. На колесе каждого висит навесной замок. И сейчас мы детальнее разберемся, что же с этим делать. Для начала нужно понять, можно ли вообще перемещаться с этим замком и не будет ли он мешать колесу вращаться. Конструктивная особенность дисков и тормозных суппортов на разных автомобилях отличается. К примеру, вот на этом BMW тормозные суппорта утоплены вглубь, и они совершенно не мешают вращению колеса, на спице которого присутствует замок. Единственное, здесь он будет побрякивать. Поэтому, чтобы перемещаться в пространстве, достаточно при помощи изоленты зафиксировать этот замок на спице диска, и можно добраться до автосервиса, где его вам демонтируют. Либо ехать по своим делам, но здесь уже риск царапания диска, он, конечно, увеличивается. В случае с автомобилем Chevrolet здесь все гораздо хуже. Посмотрите, как выпирает тормозной суппорт. При вращении колесного диска дужка замка будет об него, конечно же, задевать. В таком случае ехать нельзя. Обычно в таких ситуациях я начинаю мыслить позитивно и думать, а не купить ли мне для хозяйства новенький болторез. Вот такая вот штука стоит в строительном магазине порядка 1000 рублей и способна избавить от сложившейся проблемы. Ну вот видно, дужка замка поддалась, несмотря на то, что она имеет диаметр 11 мм, потому что взрослый мужчина с ней легко справляется.
Крупнейшая мировая корпорация Toyota вновь и уже второй раз за год объявила об усовершенствовании системы безопасности в своих автомобилях. Напомним, что предыдущие попытки апгрейда пока не остановили отечественных угонщиков, и штатные системы Toyota Lexus по-прежнему не преграда для злоумышленника. В этот раз производитель сообщает о внедрении в логику работы бесконтактного ключа акселерометра. То есть в стационарном положении, когда ключ лежит в прихожей квартиры, он не сможет излучать. Тем самым участвовать в процессе ретрансляции, которая обеспечивается такими приборами, как удочка или длинная рука. Можно сказать, что Toyota поборола ситуацию угона удочкой в случае хранения ключа в прихожей и прочих статических обстоятельствах, когда он находится без движения в пространстве. Однако вариант с удлинением радиуса действия брелка при эксплуатации в торговых центрах по-прежнему остается уязвимым. Еще одно новшество японской корпорации – это маркировка новых машин. Мы попробовали узнать побольше подробностей у представителей компании. Land Cruiser, потому что много очень угоняют, и производитель предпринял какие-то меры, вот, в частности… Не предпринял. Он фантазирует об этом, думает. То есть когда-то лет через 20 что-то сделать. Ну, там же совершенно точно описали изменен алгоритм ключа, потому что очень много перехватываний и удлинений при помощи ретранслятора. То есть осталось как есть. А вот еще по поводу маркировки, что скажете? Они там тоже разрекламировали? Ничего не изменилось. И не планируется. Но на сайте есть целый раздел, связанный с проверкой вот этой маркировки и так далее. То есть агрегатных деталей, да, микроточки вот эти наносятся. Когда-то планируют это сделать, пока еще не сделали. То есть информации никакой нет. Они спланировали там чуть ли не на 200 или там на 300 деталей наносить эту маркировку. Это на одном автомобиле имеется в виду, да? 300 на деталей? одном, да. Но пока ничего не изменилось. Но на официальном сайте Toyota это реально все Это описано. всего лишь в будущем то, что они Это планируют. маркетинговый ход, который Абсолютно. к реальности не имеет В отношения. данный момент не имеет. В будущем будет иметь. То есть в этом году таких машин точно не будет, а в следующем неизвестно, да? Неизвестно. Возможно, до 300-ки, которые через 2 года появятся. Абсолютно верно. Как видим, персонал Toyota не в курсе о таком внедрении, по крайней мере в обозримом будущем. Подобная технология не нова и давно применяется австралийской компанией Datadot. Идея маркировки простая. Наносимый материал – это микроточки, содержащие буквенно-цифровую информацию, шириной символов до 10 микрон. В этой марке могут быть заключены данные ВИН-кода автомобиля в том числе. При помощи распыления точки наносятся на кузовные детали автомобиля, в том числе электропроводку, пластик, металл и даже части двигателя, приклеиваясь на специальный полимер после соприкосновения с деталями. Эта методика в какой-то степени сравнима с аэрографией. Экономически невыгодным становится очищать такой автомобиль от маркировки, и угонщики теряют к нему интерес заведомо. Эффективность маркировки кроется в ее обязательной проверке при любых регистрационных действиях с автомобилем. А подскажите, пожалуйста, вот если есть маркировка на автомобиле, она проверяется? То есть, знаете, там на зеркалах, там на фарах, может быть, на металлических каких-то частях? Мы все смотрим. А, все смотрите? Не, я имею в виду, если есть не маркировка ВИН-номера, а вообще, знаете, там микроточки кто-то делает, литекс делает. То есть, проверяете вы такие вещи там? Ну, Это все косвенное, это не Косвенно? заводское. то есть не проверяется. Ну, это не обязательная вещь для проверки вообще. Вот Основной признак, основные маркировочные обозначения — это номер кузова, ВИН, соответственно, табличка маркировочного обозначения, которая дублирует обозначение, номер двигателя. Если же будут какие-то дополнительные обозначения найдены, соответственно, будет вызывать сомнения. Нужно будет смотреть машину уже более тщательно, соответственно, по факту. Ну, а по регламенту вообще надо смотреть вот дополнительную маркировку или нет? Дополнительно, если вызывает сомнение подлинности у меня, как у эксперта, то, соответственно, я уже буду смотреть все в комплексе. Сейчас Toyota пытается внедрить вот эти вот микроточки, знаете, которые лупой надо рассматривать при это как ультрафиолете. Вы как и сказали, что вот эти посыпаются специально защитные, что под ультрафиолетом засвечиваются. Да. При микроскопе рассматривания там будет какой-то код. Этот код при запросе через базу, то выдает ВИН первоначально. Если вот агрегатные номера не вызывают подозрения, то есть, Присутствует другой ВИН, и он не в розыске. то есть не вызывает подозрений, просто вот все хорошо с ними. И получается, что надо ли, обязательно ли по регламенту проверять все остальное, вот эти микроточки? Микроточки
микроточки не обязательно. Если бы сотрудниками ГИБДД производилась проверка на наличие микроточек при помощи спецоборудования, при этом выявлялись не принадлежащие к машине агрегаты и на автомобиль накладывался арест, то методика имела бы ошеломляющий результат. Однако подобного достигнуто не было, а оценить же эффект применимости на уровне одного производителя мы сможем только со временем. Беспрецедентным стало решение суда, постановившим выплату компенсации автовладельца после угона транспортного средства со стороны производителя и установщика противоугонной системы. Войдет ли такое решение в практику? Детали дела в интервью основателя и руководителя компании Spring. Итак, с нами сегодня Дмитрий Краснов. Дмитрий – основатель известной компании Spring, как раз-таки о которой в издании Legal Report, а до этого в Санкт-Петербургском издании, не помню, как называется. Ну, вот она, по-моему, так газета называется, «Газета Петербург». Газета Петербург, да. Опубликовала новость о том, что произошел угон. По решению суда, так сказать, потребовали компенсацию после угона автомобиля с организацией, устанавливающей охранную систему на автомобиль Toyota Prado, да. Угу. Но у Дмитрия есть своя версия относительно этой новости, и мы сегодня попробуем разобраться. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, подробности, как там на самом деле происходило и ваше видение. В газете были некоторые неточности, ну, как минимум неточность того, что автомобиль после угона через час был задержан сотрудниками полиции. Это было бы очень здорово, потому что мы могли бы посмотреть, а что же с машиной происходило, как ее угоняли и так далее. Заявление о том, что час спустя после угона ее задержали на Вантовом мосту, какой-то наряд полиции, да? Нет, никакого наряда полиции не было, задержания никого не было, автомобиль больше никто не видел и не нашел, и страховая компания «Ресо Гарантия», каска, от которой было приобретено данной владельцем, она выплатила всю стоимость автомобиля. Угу. То есть автомобиль не был найден и экспертизы по нему не производилась. Тогда вопрос, а на каком основании, в общем-то, суд вынес такой вердикт? Ну, я думаю, им показалось. Потому что, ну, видимо, судьи во главе вот с Мартьяновой и еще с несколькими вот судьями Горбатовой и Пучковой, они, видимо, очень хорошо разбираются в противоугонных системах и в целом о защите от угона, и они решили, что, ну, вот, наверное... Решение было беспрецедентным, и основывалось оно на том, что противоугонные устройства не соответствуют их применимости. Вот что это означает? Дело в том, что пару лет назад у нас на сайте действительно была классификация взломостойкости по всем противоугонным комплексам, которые мы разрабатываем и производим. И вот как раз противоугонный комплекс Spring динамический, он классифицировался с взломостойкостью в размере, по-моему, 40 или 50 минут, сейчас уже не помню. То есть в течение этого срока на автомобиле самому уехать, ну, крайне тяжело. Его можно эвакуировать, его можно отнять, его можно отбуксировать. Но с ключами прийти и уехать нельзя. Почему? Потому что процесс установки этого комплекса очень трудоемкий. Машина очень сильно разбирается, снимается торпеда, и все блокировки убираются в штатные жгуты. Поэтому их расплести за 10-15 минут, ну, их просто невозможно. А если говорить об обходах этих блокировок какими-то альтернативными путями? Нет, все сделано таким образом. Во-первых, блокировок несколько. Они все не жесткие блокировки, не тяжелые, а именно шунтирующие, либо кановые, линовые. Их обойти, ну, как? То есть, ну, надо их физически оттуда устранить, либо вообще паука целикового на всю машину поставить. Это не представляется возможным в радиусе определенного времени. То есть угнать можно все, что угодно. Вопрос, за сколько времени. Так вот, я думаю, что с сайта была взята информация, хотя это не официальная оферта, того, что ваш комплекс должен защищать там в течение, пускай, 40 минут, да? А реально машину угнали за 15. Вот, отвечайте за свои слова. Этот материал использовался в суде, то есть где было сказано? Да, в суде как раз-таки, да, собственно, и было произнесено, что у вас на сайте одна информация, а в реале информация другая. То есть вы говорили, что на машине нельзя уехать там за 40 минут, а на самом деле можно за 15. А скажите, пожалуйста, когда был установлен вот этот охранный комплекс? Вот в какую дату? Ну, в январе 2018 года. А после этого угон в какую дату 8 марта. состоялся?
Там 3 месяца буквально. Через 3 месяца, Да, я понял. Возможно, было такое обстоятельство, что угон был подготовлен. Например, посещение автосервиса повлекло за собой прописывание дополнительных ключей, отключение блокировок. Как вариант, то есть как гипотеза. Это звучало вообще в суде? Звучало, конечно же, все, но, видимо, не очень убедительно, потому что, к сожалению, может быть, отчасти это наше упущение, то, что мы не очень, скажем, придали этому какое-то большое значение, потому что всяких самоугонов и мошеннических действий, их более чем достаточно. Люди страхуют автомобиль, потом сами все угоняют, его продают, получают 30% стоимости автомобиля. Вообще, по времени угон как-то фиксировался на видеокамеры? Сколько по времени он происходил? Были видеоматериалы, к сожалению, я не могу сейчас их предоставить, где показано, что машина, припаркованная у магазина, была типа угнана за 15 минут. То есть там были отчетливые кадры. Обычно, кстати, когда такие мошеннические угоны делаются, они делаются с красотой, с некой. То есть подходит человек типа в капюшоне, типа с ноутбуком. Все как вот в красивых у вас роликах показано. Только этому все придается художественность такая. Садится в машину, что-то там делает, а машина поехала. Маленький нюанс для того, чтобы в Прадо долезть до каких-то узловых агрегатов и до блокировок, которые заплетены в косу, которые находятся за печкой автомобиля, за шумоизоляцией, надо снять торпедо. А чтобы снять торпедо, нужно отвинтить боковые болты, которые делаются только при открытых дверях. Есть другой вариант. Можно, конечно, торпеды вырвать с корнем, но ни один угонщик здравомыслящий этого не делает, потому что это стоимость. То есть он не будет специально рушить и ломать то, что он потом будет в будущем продавать. Поэтому здесь должна быть некая эстетика. В случае с данным Прадо человек посидел в машине, через 15 минут уехал. То есть двери при этом были закрыты, никаких конечно. Внешних вот таких вот Нет, конечно. Разбора съема торпеды и прочего не было. То есть, на ваш взгляд, это больше похоже на бутафорию, на подставной угон? Более того, что предшествовало этому случаю? В каждом противоугонном комплексе Spring также идет и GSM-модем. Закладка, которая помогает в случае чего определить, куда машинка поехала и так далее. В этом комплексе тоже такая закладка была. Так вот, что интересно, за 3 дня мы подняли всю историю, которая предшествовала этому угону. Есть определенные районы, где машина там ночевала. А за 3 дня до этого автомобиль находился в области на определенной заправке Shell, стоял там в течение 4 часов. После чего маяк при помощи кнопки, которая есть встроенная кнопка, был переведен в другой режим. Нажать на кнопку на маяке можно только путем его физического получения в руки, то есть он не может сам как-то включиться. Там нажата кнопка. Это говорит о том, что этот маяк был, его искали, его нашли, его перевели в другой режим. И я так думаю, я уверен, что этот маяк был просто перенесен в другой автомобиль и также по городу катался. Кстати сказать, последние 3 дня этот маяк катался не характерно по тем районам, которым он ездил до этого. А вот в момент угона этот маяк показывал расположение автомобиля? Последний выход маяка на связь был как раз-таки в 10 часов вечера. Вот в статье газеты.ру, или как она там, питерская, было указано, что там на Вантовом мосту полиция задержала автомобиль, никто там никого не задержал, полиции никого не было. Это последний сигнал маяка, который мы поймали от устройства, не от автомобиля, а от устройства, потому что я делаю выводы и предполагаю, что этот маяк уже ехал не в угнанном автомобиле, он уже ехал в другом автомобиле, да, а потом просто уже выбросен там в реку, я не знаю, куда угодно. Но, тем не менее, история поучительная вообще для всего сектора Car Security, потому что, если так суд будет скоропостижно выносить решение в пользу заявителя о том, чтобы ему компенсировали, допустим, деньги за угон, хотя угон может быть и подставным, поддельным, мошенническим, заранее спланированным, с целью приобретения выгоды, то, конечно же, очень многие производители бы, наверное, могли бы разориться, потому что в каждой сигнализации заявлено, что она обеспечивает безопасность и защиту от угона, обладая цифровыми реле, либо аналоговыми. Тут вопрос времени. Вопрос времени. Нету автомобиля, который нельзя взломать. Нету ни одной системы Spring, которую нельзя взломать, или наших партнеров, вашей системы, другой. Все можно взломать. Вопрос. Вопрос времени. Все.
Вот есть определяющий То факт. есть любая охранная система – это имитация неисправности в автомобиле. Совершенно Вопрос квалификации мастера, точнее угонщика как мастера, который Конечно. сможет ее найти, как быстро он сможет ее Как найти. починит он быстро Да, эту поломку. как починит, да. Совершенно верно. Кто-то может быстро починить, кто-то нет. Но за 15 минут, ну то есть это Очень сложно, на ваш взгляд. Это можно сделать на Toyota RAV4, наверное. На Toyota RAV4 минут за 15 можно, наверное, это сделать, но не на Prado. Когда будет решение по апелляции? Ждем-с. МВД России объявили о новой волне угонов, которая по статистике приходится именно на октябрь месяц. Об этом уже успели рассказать многие автоиздания. Почему такой всплеск? Все очень просто. Угоны идут всегда параллельно с продажами на первичном и вторичном рынке. Машины лучше продаются в сезон, а октябрь таковым и является. Напомним, что машины идут не только на запчасти, но и в перепродажу на вторичном рынке. Поэтому именно в период высокого спроса их легче сбыть. Поэтому, кто еще не побеспокоился о безопасности и полагается только на заводскую охранную систему, задумайтесь над этим и либо храните ваш автомобиль в наиболее защищенных местах стоянки, либо используйте дополнительные охранные системы, подбор которых лучше осуществлять только у профессионалов. С вами был эксперт угона нет. Подписывайтесь на наш канал, оставайтесь в безопасности. Всем пока!